День 1557. Алекс на связи. Я использую несколько колонок Яндекса умных. Это у меня есть колонка Яндекс-станция, первая еще, и Яндекс.Мини, тоже первая. Очень много было проблем с Яндекс-станцией. Она, конечно, совсем не идеальная, и очень долго они не могли сделать ничего со звуком. В этой станции, в этой колонке сделано так, что есть несколько высокочастотных твиттеров и один широкополосный динамик, который в том числе отвечает за бас. И очень много низких частот на этой колонке, и несколько лет Яндекс никак не мог решить эту проблему. Были варианты в интернете, описывающие, как можно убавить низкие частоты. Можно было там просто снять пассивный динамик внутри и таким образом решить эту проблему, либо заменить его на какую-то пластину, либо развернуть его наоборот. И таким образом низкие частоты менялись. Но это было, конечно, не очень удобное решение. Я это делал, я попробовал и так, и так. Если просто снимать, то звук вообще никакой, и никакого объема, и качество, конечно, колонки сильно падает. Но если развернуть или еще каким-то образом заменить, то, в принципе, можно было слушать. Так я некоторое время и слушал, но потом, наконец-то, было выпущено обновление, добавляющее эквалайзер, которым можно управлять через систему умного дома. И после этого, конечно, проблема эта решилась. Сразу я убавил низкие частоты, слегка подкрутил средние частоты, поскольку среднечастотного динамика там нет. И за счет этого качество звука гораздо улучшилось. Также эта колонка Яндекс-станция может подключаться к телевизору. По сути, эта функция практически бесполезная. Во-первых, качество и видеосигнала не очень хорошее. Также эта колонка не может включать телевизор. Приходится, то есть, использовать, например, Яндекс пульт. Это инфракрасное устройство, инфракрасный передатчик, который может по ИК-каналу включить телевизор. Но, опять же, он не может выбрать нужный канал. Это достаточно сложно сделать с помощью пульта, потому что телевизор включается на непонятных режимах, каждый раз на разном, и очень сложно перейти к нужному видеовходу, например, чтобы выбрать именно подключенную Яндекс-станцию. Также долгое время была проблема, и она, в принципе, все еще осталась. Это то, что Яндекс-станция не выводила звук тоже по HDMI на телевизор. Она проигрывала звук сама, и если она стоит, например, сбоку от телевизора и смотреть какой-то фильм, становится совсем нехорошо, поскольку, во-первых, нету ни стереозвука, и, соответственно, звук идет откуда-то сбоку. И так как она еще и достаточно сильно басила, то было, в принципе, неприятно это делать. Но сначала в системе умного дома Home Assistant был предложен вариант переключать порт HDMI на телевизор и звук направлять именно так. Это достаточно неплохо работало. Колонка, она отвечает через колонку, через динамик на Яндекс-станции, а видео она транслирует по HDMI. В принципе, это достаточно один раз переключить, и можно использовать эту колонку именно в таком режиме. Микрофоны на Яндекс-станции, их там хоть и очень много, но они не очень хорошо сбалансированы, и иногда колонка просто не слышит звук, когда, например, включен телевизор, и это не идет трансляция с самой станции, а, допустим, идет просто трансляция на телевизоре. Он забивает микрофоны, и они не слышат. Иногда просто микрофоны почему-то не срабатывают. Приходится сначала достаточно громко что-то сказать, после этого колонка реагирует и уже начинает нормально
воспринимать. Например, Яндекс.Мини, она более чувствительна, хотя там используется меньше микрофонов. Сама по себе колонка неплохая, мне она, в принципе, очень нравится. На этой колонке один, конечно, динамик используется, но он широкополосный, и для прослушивания музыки, и для общения с колонкой он вполне подходит. Конечно, качество звука среднее, но для обычного использования это вполне неплохо. Плюсом у Яндекс.Мини в том, что у нее есть выход AUX, и можно подключить какую-нибудь хорошую акустику к колонке, но проблема в том, что это физическое размыкание контактов, и тогда получается, что внутренний динамик уже вообще не используется, а весь звук и голос идет через внешнюю акустику. И тогда нужно ее включать, эту акустику, не забывать. И иногда бывает достаточно громко, когда слушаю музыку и параллельно, например, колонка начинает что-то говорить. Сейчас есть несколько интересных решений. Это Яндекс колонка Lite версия. Конечно, там используется пластиковый корпус, и из-за этого звук совсем уже не тот, но опять же, если для общения, то в принципе достаточно неплохо она сделана. Есть Яндекс-станция Max, которая, конечно, позволяет и нормально слушать музыку на ней. И она сделана по-другому. Там используется несколько динамиков, есть отдельно среднечастотные динамики, также есть на ней индикатор, экран, который может отображать какую-то информацию полезную, и к ней еще прилагается пульт, которым тоже можно управлять этой колонкой. И на пульте еще есть микрофон, который тоже можно использовать для общения с колонкой, если вдруг она по какой-то причине не слышит или расположена достаточно далеко. Не так давно вышла еще Яндекс-станция 2 версия. Эта колонка уже позволяет работать и вокруг нее создавать экосистему умного дома, потому что на этой колонке есть возможность ее использовать как Zigbee шлюз и подключать Zigbee устройство напрямую, а не использовать фирменные шлюзы от Xiaomi, Aqara или Tuya. Сейчас, насколько я понимаю, там можно подключать только в основном устройства от Aqara. Эти устройства Zigbee, они не так популярны и стоят довольно дорого. Также есть обновленная колонка Яндекс.Мини. На ней есть несколько версий. Это версия с часами, которая может еще отображать некоторую информацию, как эмоции в виде глаз. И, допустим, для детей, конечно, это гораздо интереснее решение. Оно такое более живое. Но эта колонка стоит чуть подороже. А вторая версия, такая же Яндекс.Мини, она просто без часов, как в обычном формате. И она немного погромче и получше работает с низкими частотами. Но для обычного прослушивания и старой Яндекс.Мини вполне хватало, и новой также будет вполне хватать. Для управления колонкой используется обычное приложение умного дома Яндекс для настроек различных. Также можно использовать через сценарий дополнительные варианты активации этих колонок. Например, я сделал так специальный сценарий, который позволяет выключать колонку. Если колонка играет в одной комнате, а мне надо выключить из другой комнаты, то я не могу колонке объяснить, что и как нужно сделать. Для этого я сделал сценарий, который называется «Выключи музыку», и он таким образом выключает все колонки Яндекса, которые у меня есть. Также с помощью сценариев можно делать разные защитные
функции. Например, если, чтобы случайно не распознавалась команда «выключи», то можно сделать заглушку, и тогда, если, например, фраза была произнесена не полностью, вместо, например, «выключи свет» было только сказано «выключи», колонка не сработает. Также есть достаточно сложный способ запуска музыки из плейлиста. И для того, чтобы упростить, я тоже сделал сценарий, который называется просто «Включи музыку». И та колонка, которую услышал, запускает мой плейлист вперемешку.